трудился мастер, и стол его, поросший мхом, скрипел от счастья. Ложились буквы на листок, как живые. Но тут раздался в двери стук. Кто такие? Ворвались злодеи, и мастер шлепнулся на пол. Не густо, жалко. И тут один взглянул на стол. Эй, мастер, поведай, где деньги, отдадим листок. Нет денег. И тут же, смеясь, злодей листок поджег. Спалили рукопись мою, но лишь сильнее она в бою. Дым от страниц плотится в яд, рукописи не горят. Живет идеей мой сюжет, в нем для безумцев места нет. Вас буквы в камень превратят, рукописи не горят. Явились видения у мастера над головой. Собрались рядами, мы охраняем гений твой. Русалки, сатиры, творения черного козла не выйдут из дома все, кто желает тебя зла. Спалили рукопись мою, но лишь сильнее она в бою. Дым от страниц плотится в яд, рукописи не горят. Живет идеей мой сюжет, в нем для безумцев места нет. Вас буквы в камень превратят, рукописи не горят. Писатель поднялся, цилиндр на голову надел. Эй, братья, на выход! Но никто выйти не сумел. Маэстро сгреб пепел и бросил в лица палачам. Теперь вдохновением они мне будут по ночам. Спалили рукопись мою, но лишь сильнее она в бою. Дым от страниц плотится в яд, рукописи не горят. Живет идеей мой сюжет, в нем для безумцев места нет. Как статуэтки все стоят, рукописи не горят. Мне по наследству достался старенький портрет. Нет ему места, и толку от него мне нет. Старик печальный, на нем по грудь изображен. Ну что ж, до завтра, пускай побудет в доме он. Но только ночь настала, картина светиться стала. Я сразу выбежал, ну что это за бред? С портрета манил рукою и улыбался хитро. С утра совсем еще печальный тихий дед. Заходи в мою обитель, будешь дорогой мне зритель. Я тебе спектакль волшебный покажу. Ну а коль не согласишься, сам в картину превратишься и начнешь висеть, как я решу. Я оцепенел внезапно, не ожидал понятно, что дед с картины вдруг заговорит со мной. Зачем же ему я нужен? Я здравый или контужен? Но тут раздался голос деда надо мной. Заходи в мою обитель, будешь дорогой мне зритель. Я тебе спектакль волшебный
согласишься, сам в картину превратишься и начнешь висеть, как я решу. Картину шагнул по-свойски, так пафосно по-геройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. Но тут же рука в перчатке стальной леденящей хваткой вцепила шею, и дед злобно завопил. Ты пришел в мою обитель, ты теперь мой вечный зритель. Мы не мы, лица спектакля одного. Только фокус мой не в этом, будешь ты теперь портретом, а я житель буду дома твоего. всех парах на театральный пьедестал, и в блеске горящих глаз сюжет мой стартовал. Хранитель привел меня к чудесным берегам, мой гений, храни меня. Но не дай мне забыть, что я здесь только гость, букетом летящих планет окруженный. Сгораю в глазах сотен губ, словно трость, добитый дотла, только не пораженный.
стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени сбивший. Он очень добрый был и крепкий монах, 3 чаши горестей и бед испивший. И только небо здесь свидетель ему, и лики слушают его страдания. Вдруг отворилась дверь, и прямо к нему бродяга шел, желающий внимания. Скажи мне, монах, зачем же ты здесь? Тебя не могу я понять. Один среди гор свой точишь топор, чтоб силами зла воевать. Послушай меня, коль ты не глупец, не вздумай баланс нарушать. Так будет всегда, так было и есть. Не вздумай нам, парень, мешать. Чтоб делала твое добро, если б не стало зла. Все создал мудро ваш Отец Небесный. Иди в народ, живи, резвись, веселись сполна. Отшельникам сегодня в этом мире нету места. Да-да. Итак, какие-то мокрые шаги. Просто увидел это в ВК Play. И сразу мне сообщение пришло, спасибо. Тут, так. Еще немного тише. И что это такое? О, вообще нужно стоит. Какой трек? Добренькая мышь. А? Если что, кому? Я просто хотел... Зашел в рефлексию. Тоже безумно делает. Осталось минут, что больше. Если он также будет, это просто сейчас. Все, музыка кончилась. Ничего. Итак. Главный герой этой истории — тот еще нарцисс. Природа не обидела его привлекательной внешностью и телосложением. Именно из-за этого он часто становится целью девичьих мечтаний. Вроде как хоррор. В один обычный день он обнаруживает, что за ним следит юная Айрис. Странно одетая девочка, бормочущая заклинание. Но что, если ее цель совсем не любовный интерес, а опасаться преследования стоит совсем с другой стороны? И да. Пойду. Спасибо. Предупреждение насчет насилия, все такое, если что, меня забанят. Че, прям сразу начать? Ну, абсолютно вот... А что тянуть, собственно? А что тянуть? Зашел и пошел. Шляп-шляп. По комнате разносятся странные звуки. Кап-кап. Она приближается ко мне. Я чувствую, как что-то мокрое касается меня.
Проснувшись, я инстинктивно попытался схватить или оттолкнуть это, но ладонь лишь прошла сквозь воздух, не встречая препятствий. Видите свое имя. Так, ну у меня понятный ник всем. Ага, даже сделаю. Где N? Смотрите, так неудобно писать. Дальше. Опа. Пожалуйста. Ты мне нравишься. Начнем как друзья. Люблю. Это примета. Это бан. Нет, спасибо, но нет. Разочарование, оскорбление, гнев, грусть, обида. Я видел эти эмоции множество раз. Разве признание в любви должно быть таким? Для меня это уже стало рутиной. Допустим, я привлекателен. Занимаясь спортом, не так сложно поддерживать свое тело в тонусе. Но неужели симпатичная внешность это все, что нужно для того, чтобы стать чьим-то партнером? Ну так, чисто 5 минут и обратно, то да. Среди тех, кто звал меня встретиться после школы, были разные девушки. Красивые, не очень толстые, стройные, сексуальные. И многоточие, спасибо. Мне так легко получить любую, что это раздражает. Зажравшийся. Ну, кстати, шрифт мне нравится. Вот это вот. Звонок известил об окончании учебного дня, и я неспешно спустился к раздевалке. Школьник, понятно. Обычно после занятий девчонки подсовывают мне записки в карман куртки. Наверное, у них есть какое-то правило, что если, кладя записку в карман, обнаруживаешь там чужую, уступаешь сопернице, а сама становишься в очередь. По крайней мере, я ни разу не встречал сразу двух девочек после школы. Хотя, может быть, они, выкинув чужую записку, рвали друг другу волосы до моего прихода, а на встречу приходила лишь та, что выигрывала. Я снял с крючка куртку, в карманах ничего не было. Значит, сегодня не надо задерживаться. Отлично. Мне кажется, что эти девушки похожи на зверьков, которые ласкаются к человеку в поисках угощения. Как-то раз я положил в карман конфеты, но сладость никто не взял. Положив мышеловку. Бам. Вообще, наверное, лазить к чужим людям в карманы противозаконно. Ну слушай, они же подкладывают и не крадут. Ну нет, если там подкладывают... Как же это назвать? Английскую пыль, да. У выхода из раздевалки меня кто-то ждал. Девчонка из параллели. Вроде бы. Девушка... пойдем поговорим. Она покраснела, хотя говорила четко, смотря мне в глаза. Пойдем поговорим. На топорах заруемся. Я понял. Нет, давай поговорим здесь, все равно никого нет. Она кивнула. Дай угадаю, ты тоже не устояла перед моим очарованием. Нет, ты просто... Все, я дальше не придумал. Ты просто... Дальше нецензурная брать. Опять мне сообщение было. И хочешь признаться мне в своих чувствах, предложив встречаться? Нет. Отложи полтинник до завтра. Многоточие. Малышка, глупышка. Ой, какая же... Я ухмыляюсь. Просто я ухмыляюсь. Спасибо. Она покраснела еще сильнее после моих слов. А ты в курсе, что по правилам у нас запрещено ярко краситься? Всем плевать. Девушка не выдержала и отвела взгляд. Дурак. Там нужно... Вот, дурак! Внезапно она пнула меня прямо под коленку, из-за чего я потерял равновесие. Она развернулась и быстро вышла из здания школы. Потом, знаешь, под коленку, а потом двоечку просто. Чтоб не втыкал. Мне показалось, или она расплакалась? Нет. Ничего не поделаешь, вот такой я, прекрасный и недоступный. Нет, ты Питер.
Я точным движением отбросил челку назад. Понятно, челка, все. Вот это вот. Ну, замирочек, да. Угу. Еще и всякую хрень слушает, по-любому. Кинул взгляд в зеркало и направился к выходу. Что это? За стеклом входной двери будто что-то мелькнуло сверху вниз. Как будто кто смотрел из-за нее, прямо на меня смотрел. И следил. Той девочке, что убежала, вряд ли кто поверит, если она станет распускать слухи. Но случайный свидетель может стать для меня проблемой. Я притворился, что связываю шнурки, опустился на колено. И резко побежал к дверям, силой распахнув их. Бам! С двухстолки как дал. Ни двери, никого за дверью. Так и есть. Девочка младше меня, она сидела на земле, оглядывалась с ошарашенным видом. Как это описать? Пиздец. Одежда на ней была странной, точно не наша школьная форма, да и вообще что-то непонятное. Хотя, может быть, театральный кружок или швейный. Я подхватил ее под руки и поставил на ноги. Ты видела? Что видел? Что? Я понял, что вряд ли она слышала, о чем был наш разговор из-за двери. Стояли мы достаточно далеко. Решив себя не компрометировать, я приветливо улыбнулся. Мы с одноклассницей поругались немного. Не думаю, конечно, ничего такого. Конечно, я сам придумал, да. Она выглядела расстроенной. Такой, ты чё за бред несешь? Ты конченый. Ну, у нее умер кот. Я пытался ее успокоить, но, как видишь, не вышло. Гладко стелишь. Котя умер. Я уже пожалела своей лжи. Ну или хомяк, неважно. Хомячок. Он был старым и теперь попал в кошачий хомячный рай. Ну не плачь. Она продолжала шмыгать носом, видимо, любит животных. Я решил перевести тему на что-то более спокойное. Кстати, а что у тебя за наряд такой? Оверсайз называется. Это одеяние. Понятно. Нет, на самом деле, спектакль или мода, или косплей. Она еще раз шмыгнула носом и подняла на меня взгляд, вдув губки. Я же сказал, одеяние. В каком ты классе учишься? Такая маленькая. Ты знаешь школу вообще? В нашей школе было несколько входов для старших классов, средних и младших, чтобы в гардеробе здоровые лбы не раздавили таких, как эта девочка. Но младшеклассницу, конечно, она не походила. Интересно, почему? Это не важно. Она внезапно тыкнула в меня какой-то палкой. Оплетённой ленточкой. Что это за... Я понял, что это за прибор. Ленточками с какими-то надписями. Зарпесу Калагнива Фироу. Миктусе Харкеша Бако. Иди нафиг. Что это? Очень мило. Извините, ко мне демоны пришли. Короче, очень мило, да. Это сдвинул. И что это? Охранное заклинание, но оно действует только до полудня. За тобой ходит болотница. Забирайте в дурку. Угу. Я еще приду завтра после школы, чтобы обновить его. Она столь же внезапно поклонилась и быстро ушла. Очаровательно, только сумасшедшей поклонницы мне не хватало. Или она просто играет. На следующий день все повторилось. Странно одетая девочка поджидала меня у входа в школу.
А чё нет? Слушай, можешь приходить в нормальной одежде? Нет. Я кивнул в сторону идущих мимо одногоды, которые откровенно таращились на одеяние моей собеседницы. В России лучше, чем в Японии, да? Тем временем она аккуратно подстукивала меня своей палкой, совсем не больно, так что останавливать ее я не стал. Палка. Выплев скороговоркой снова слово. Я хотел сказать слова. Снова тоже заклинание, в кавычках, естественно, что и вчера она вздохнула и улыбнулась. Все в порядке, оно работает. Ну так что насчет одежды? Нет. Она оттянула ладонями рукава и осмотрела свой прикид. Прекрасно, я считаю. По-моему, оно милое. Согласен. Очень, но ты привлекаешь внимание. Так в этом цель. Завтра я приду снова. Никуда не уходи после уроков. Сказав это, она снова убежала, сопровождаемая смешками со стороны учеников. Ей похрен, там свой мир. Так понял. Мой одноклассник хлопнул меня по плечу. Какая милая у тебя поклонница появилась. Чокнутая. Наверное. На следующий день я обнаружил послание в своем кармане. После уроков я бы хотел встретиться за спортзалом. Л. Ю. Я мог бы игнорировать эти послания, но никогда не делал этого. Ну хотя бы так. Моя внешность разбивала чувствительные сердечки девушек, а я чувствовал ответственность за это. Конечно, было больно отказывать им, но ничего не поделаешь. Я не могу обидеть кого-то из них, приняв чьи-то чувства и перейдя в чье-то единоличное пользование. Я прочитал и вообще не думал, что я еще прочитал, потому что он какой-то бред говорит. Мне абсолютно плевать. Кроме того, я был научно горьким опытом в истории, которую я читал, стоило одной из девушек начать встречаться с таким неотразимым, как я, как в тот же момент она становилась объектом травли. Почему? Чё? Нет, несчастные овечки, ведомые мной пастухом, не заслуживают такой судьбы. Именно поэтому я всегда твердо и четко отказывал, но перед этим все-таки давал им немного счастья в виде встречи со мной. Придя на оговоренное место, я обнаружил труп. На траве лежала без чувств симпатичная светловолосая девушка из параллели. Кажется, мы пару раз пересекались на смежных занятиях. Эй, ты в порядке? Что это? Способ привлечь внимание, или же она действительно потеряла сознание? Врача быстрее, дурак. Я аккуратно потряс ее за плечо, она выглядела спящей, ее грудь мерно поднималась и опускалась. Ну, хотя бы жива. На этом спасибо. Что-то врезалось в мою спину, в нос ударил запах тины, спина стала мокрой, по шее поползли чьи-то холодные пальцы, подбираясь к лицу. Это ты, что? К чему? Я не понимал, что происходит, но подсознательно чувствовал, что творится что-то странное, пугающее, ненормальное. Слезь с меня! Я цокнул зубами возле пальцев существа, краем глаз заметив, что у него длинные и поломанные ногти. Резко, мне кажется, палец тоже. Резко выпрямившись, я попытался сбросить с себя это, помогая руками. Парка Курэ. Я почувствовал два легких шлепка по тому, кто сидел на мне. Понял. Он взвизгнул, словно от боли, и спрыгнул с меня. Я резко обернулся, пытаясь понять, что это вообще было. Жесты моей преследовательницы. Это вот эти? Или что? А, да. Существо, жалось к земле, шипело и скулило, словно побитая собака. Напротив него стояла моя знакомая, выставив на монстра свой жезл, словно меч. Все выглядело максимально абсурдно. Цирк. Кого не буду говорить. Чудище. Девочка в странной одежде, другая девушка, лежащая на траве рядом со мной, и все это во дворе со школы ярким солнечным днем. Типичный выпускной. Тот, кто в мясо, но еще не спит. Та девочка, которая лежит, уже спит.
Этот не пьет. А та просто конь. Да. Существо внезапно заорало, сорвалось с места и побежало по дорожке за угол. Я инстинктивно кинулся за ним, девочка за жезлом не отставала. Зачем? Но за углом никого не было, только большая лужа, оставшаяся после вчерашнего дождя. Я же просила никуда не ходить. Это что было? Болотница, я же говорила. Милая. Мне понравилось. Не понял. Она вздохнула. Я же говорила, с тобой ходит болотница. Ты ей понравился. Поэтому я тебя охраняю. Сбежала через лужу. Да. Хорошо я с выражением читать, да? Да. Нет, я уверен, там звучит это как полный бред. Она вернулась к тому месту, где болотница прыгнула на меня и заметила лежащую на траве девушку. Смотри, высосала из нее энергию. Это что, вампир был? Нет, вампир сосуд просто. А это болотница, я же говорил. Я поражен. Девочка указала на лежащую на траве девушку. Надо ее отнести в медпункт, не оставлять же на улице. Я оглянулся по сторонам, но кроме нас никого не было. Хотел ли я переложить ответственность на кого-то еще? Естественно. Девочка помогала мне поднять школьницу на спину. Она почти ничего не весит. Ну, как говорится, 15 минут еще. Побочные эффекты. У нее выпили часть физической сущности. Прикольно. Я почти ничего не чувствовал, неся девушку, но все равно не понимал объяснений моей спутницы. Можешь пояснить нормально, пожалуйста? Ну, мне тоже. Что за бред? Кого нахрен? Да идем, я объясню по пути. Опа. Сейчас будет мануал большой. Болотница – один из видов русалок. Обычно ими становятся утонувшие девушки, чье тело не было найдено и захоронено. Хотя бывают и юноши. Если умерли они не своей смертью или с сильной обидой, то обычно превращаются в таких неприкаянных. Живут в Нави. Это ж народ из Аватара. А в наш мир приходят из водоемов, но для воплощения здесь им нужна чужая физическая сущность. Вот ее она и взяла у этой барышни. Физическая сущность. Все в нашем мире Яви. Наш мир Яви. Хрена себе. Ну его нахрен. Имеет физическое воплощение. Параллельно нашему миру существует еще и Навь. Она находится тут же, но на другом уровне понимания. Это как отражение в зеркале, но в Нави существуют только наши души, а в Яве имеют материальную форму. Какой номер дурки? Так вот, в этом отражении на тебя сидит болотница, крепко обнимает, но живые существа сильно привязаны к своему телу, поэтому там она может тебя лишь облизывать. Меня передернуло. Болотницы могут направить свои силы вместе и воплотиться на короткий миг в нашем мире. Вот и это и хватило этого мига, чтобы кусануть эту несчастную и перекачать физическое воплощение в себя. То есть кусануть... кусануть. Она ранена? Да нет, болотница до полного воплощения физического с ней воздействовать не могла. Просто поцеловала ее и высосала немного. Физического присутствия в этом мире. Многоточие тут уместно. Маленькая Израиль. То есть она такое и останется. Не волнуйся. Но мне плевать, просто неинтересно. Через какое-то время физическое воплощение вернется. Наша сущность постоянно переходит туда-сюда, из Нави в Явь и обратно, чтобы поддерживать баланс. Ты же наверняка слышал про Инь и Ян. А вот тут похожий принцип.
Явь, нафь, инь, ян. Звучит как шизофазия. Вызывайте РНТВ. Вдруг уже не отделаешься. Через пару дней совсем постановится, а пока пусть поспит. Тем временем мы как раз подошли до медпункта, который, к счастью, был пуст и не заперт. Мне бы не хотелось объяснять нашему врачу странно наряженную девочку и бесчувственную десятиклассницу. Десятиклассницу. Ок. Все. Так, клади ее сюда. Одну секунду. Я выполнил указание. Да, все нормально у меня. Моя странная знакомая достала свою палочку и начала что-то ворчать себе под нос. А потом как врезала толпу спящей. На, чтоб не втыкало. Эй, ты чего творишь? Это для закрепления в физическом мире. Это баф. Ну, играет в Геншин и... Все. Баф. Ой, я смотрел на чуть заметное красное пятно, куда пришелся удар. Сумасшедший, точно. Хай. Кстати, меня зовут Айрис, а тебя? Фукс Инк. Приятно познакомиться. Наверное, я была невежлива, что не рассказывала обо всем сразу. Обычно этого и не требуется. Все мои клиенты остаются довольными, но с тобой так сложно. Клиенты. Ну извините. Нет, чтобы быть послушным мальчиком, ходите под бафом и ждать, пока я нечисть прибью. Нет, чтобы... Эх. Под баф. Кинул буст к скорости. Она уселась на ноги спящей, как будто... Да, сопротивлению к нечисти. Пиздец. Как будто совсем не беспокоясь, что принесет то неудобство, я сел напротив. Ну да. Айрис пробормотала свое заклинание и тыкнула в меня жезлом. Слушай, а можно не тыкаться? Нет. Нет, конечно, без физического контакта ничего не выйдет. Физический контакт. Я внимательно рассмотрел ее оружие, черные бумажные ленты, исписанные непонятными знаками, убивали и разветвленный жезл. Да, разветвленный — это три палочки от одной отходит. По бокам он был украшен небольшими бубенцами, а на его окончании на длинной цепочке висел колокольчик. При каждом движении все они издавали тихий мелодичный звон. Значит, волшебная палочка. Жест. Волшебная палочка. Экспелианус. И дал... Да, по лбу. Жезл. Смотри, тут письмена, сутры. Они концентрируют мои силы и желания и воплощают их в нашем мире. Прикольно, да? Выгните ее нахрен отсюда. Очаровательно. А на каком языке они написаны? На эльфийском. У него нет названия. Знание о нем утеряно так же, как и чтение. То есть все надписи просто скопированы с оригинала без понимания. Искусственный интеллект поработал. А то, что ты бормочешь. Так я сама заклинания придумываю. Так веселее, чем молча тыкать в людей палкой, но и помогать сконцентрироваться. То есть нас все это время словами обманывали, да? А видно было. И ты хочешь, чтобы я в это поверил? Естественно. Да, не обязательно. Делай свои дела, как раньше. Зачем тебе это все? Вот вылечим тебя и гуляй. По ее тону мне показалось, что она обиделась. Тон я не знал, какой нужен. Мой род этим занимается поколениями. Мне это доказывать ничего не надо. Главное, что работает. Я пойду? Давай. Я еще посижу чутка. Восстанавливаю силы. Поэтому понимать, что охранное заклинание на тебе лежит. Болотность я
не сможет задеть. Бред какой. Бред. Я пытался найти всем объяснение и находил. Малявка хочет завоевать мое внимание, очевидно. Она не первая, кто пытается со мной поиграть. Была парочка таких и до нее. Одна из них разыграла даму в битье, вторая врезалась в меня с бутербродами в зубах. Кончилось все тем, что она подавилась, и ей пришлось сделать прием Геймлиха. Понял. Но тут явный перебор. Шиза. Все легко объясняется. Попросила подруг помочь, а одна из них играет чудовище, вторая притворяется бесчувственной. А вес? Ну никого не носил на руках, да? Наверное, просто все девочки весят немного, а я сильный, аж занимаюсь. Уберите этого дебила. Вот оставьте, ладно, девочка, она шиза, но пойдет, хрен с ним. И эта Айриса решила меня спасти. И каждый день еще приходит, чтобы типа заклинание наложить. Очень умно. Ноги сами привели меня под дворик за школой. Асфальт на том месте, где на меня прыгнула болотница, был все еще мокрым. По следам получалось, что кто-то вылез из лужи, сходил к месту встречи, потом вернулся обратно, а затем исчез. Мокрых следов в другие стороны не было. Что это было? Злая шутка или правда? Я не помню, как дошел до дома, но в нос то и дело бил тот навязчивый запах тина. Холодные и склизкие, словно щупальца, пальцы. Я вновь и вновь чувствовал на себе их прикосновение, а на шее влажное дыхание. В желании забыться и отмыться от запаха я решил принять ванну. Я опустился в горячую воду, ощущение чужой холодной тяжести на спине начало наступать. Только, пожалуйста, не показывай свой джуджун. Не надо. Просто шутка. Меня просто дурачит. Я откинулся на спину и закрыл глаза. Да, все это было уловкой. А следы? Но она могла уйти по траве. Конечно, конечно, так все и было. Она не сможет тронуть тебя. Всплыли слова Айрис в моей памяти. Даже если это было правдой, то мне не нужно было беспокоиться, да? Хай. Она сидела передо мной, она тянула ко мне руки. Чё это за... реально щупальца? Они приходят из водоемов. Как там пользовательский интерфейс убрать? Что-то было. Подожди. Чё, псы? Вот. Аж. Темнота. Так, вот наш. Я же дебил. Чего? Я обиделся. Что делать? Короче, ладно. Настройки. Иконный. Вернулся. Ой, короче, придется ножницы использовать, прикинь. Так, ножницы.
Им никогда не пользовался. Так, везде режим ножниц. Режим. Никогда что-то не использовал. Пользовался Ctrl-Shift-S. Нет, сначала. Файл сохранить. Что это у нас? Не знаю, что там написал. Все. Теперь обратно вернемся в полный. Уф. Туда. Ну, красиво. Картинка. Слушай, меня это не тронул, да? Пузырьки. Кого? Что происходит? Это что? Я протянул руку, но видение тут же исчезло, стоило мне дотронуться до существа. Шиза, точно. У меня белая гречка. Ты че пил? Нет никакой девчонки с жезлом, никакого монстра. Есть только я и шизофрения. Я вылез из ванны и отправился спать. Завтра с утра надо еще раз над всем этим поразмыслить, к психиатру обратись. Не подумать, а обратиться. Шлеп-шлеп. Кто-то подходит к моей кровати. Кап-кап. Теплая вода капает мне прямо на нос. Кап-кап. Я открываю глаза, но в комнате никого нет. Только мокрые следы на полу напоминают мне о ночной гости. Я уже не удивлялся тому, что после занятий передо мной снова появилась Айрис. Ну подожди, ты попросил по-другому одеться, да? Это нас... Не, мне больше нравится. Но вот другое дело. Окружающие все еще пялись на мою спутницу, начало было положено. Может быть, мне удастся постепенно сделать из нее нормального члена общества? Нет. У меня все нормально было? Нет, не нормально. Оно ко мне приходило. Вчера в ванной и ночью. Но раз ты тут, то мое заклинание работает. В смысле, разве оно не должно отпугивать нечисть? Или что это? Нет, совсем нет. Я же сказал, не сможет коснуться. Это самое важное. Вот я про это. Кстати, да. Она резко ткнула меня в живот своей палкой, в этот раз без всяких заклинаний. Потому что мы знаем, что они бесполезны. Как грубо, сегодня без заклинаний. В этой одежде не колдуется как-то. Да не переживай, я же говорил, что вербальная форма только для концентрации нужна. Ай. Ладно, так что насчет этого существа? Болотница. Да, болотница. Это надолго вообще? Мне не нравится мыть пол по утрам. Ну, тут несколько вариантов. Вообще, я их еще не изгонял. Ой. Экзорцист от Бога. Вот так все. Так. Очень хорошие новости. Но раз охранные заклинания работают, то и изгнать получится. Наверное. У тебя есть гарантия, что там, компенсация какая-нибудь там? Соус, нет? Зачем я это сказал? Да. Присядем, надо подумать. 134 статья, да. Напомню. Это все шутки. Присядем, надо подумать. А что? Я это читал? Нет. Мы расположились на лавочке в небольшом сквере. Девочка-жрица достала откуда-то совершенно обычный современный смартфон и принялась искать в нем информацию. Только не говори, что ты и меня лечишь по советам из интернета. Нет, я просто оцифровала все остальные записи моего рода. Так гораздо удобнее. Русалки. Смотри, есть несколько видов. В зависимости от типа смерти, мотивов, то есть желаний. Крещеные, не крещеные, но это чушь, конечно. Судя по запаху и мотивам, это точно болотница. Хотя, может, мавка.
Ты не видел, у нее на спине есть что-нибудь? Ну, знаешь, мне было не до этого. Знаки были. Жаль, я бы посмотрела. У нее там внутренности видно. Очень интересно. Приятное зрелище. Я видел твой внутренний мир. Но в нашем деле эта роль не играет. И те, и другие примерно одинаковые. Значит, их мотивом обычно служит причина их смерти. Либо месть за то, что ее убили, либо горечь из-за своей смерти. В принципе, две стороны одной медали. И что нам это дает? Да ничего, в принципе. Ты никого не топил? Нет. Каждый вечер только этим занимаюсь. Да, причина классическая. Утопилась наша бедняжка от неразделенной любви. Вот и преследует тебя, думаю, что ты ее суженый. Я только сейчас прочитал надпись. Очаровательно. Добренько. Впрочем, мне тут же все Нет, тут же все сходится. Но в кого, как не в меня, еще можно было влюбиться. Даже нечисть не может свести от меня глаз. Выкиньте его нахрен. Прием, прием. Я. Меня аккуратно потыкали палочкой. Арис убрал телефон и, поднявшись, потянулась. Что будем делать? Если хочется побыстрее, то надо ее просто убить. Осиновых кольев у меня нет. У тебя нет серебряной вилки, а лучше ножа. В принципе, и ложка подойдет, но ее придется натащить. Жалко. Это же против вампиров. Какой же ты неуч. Нет, у меня должны быть все пятерки. Это универсальные средства. Даже люди умирают, если в них проковырять отверстие серебряным ножом или осиной. Слушай. От обычных пуль они тоже очень прекрасно умирают. Я не проверял. Очень смешно. Нет у меня такого. И у меня нет. Значит, пойдем осину искать. Сможешь сегодня? Если надолго. А ты что, слишком занят? Наверняка уроки не делаешь. Да, тут пара снов. Ну, поехали. В пути мы обменялись номерами телефонов, уже осиновую доску мы купили в ближайшем ЛМ. Не знаю, что-то, где ее распилили на несколько брусков. Очаровательно. Тащишь? Естественно. Это у меня спросили. Ладно. Огромная зеленая сумка оказалась больше девочки. Да, мне совсем не тяжело. Ты правда даже остатки мне? Нахрен они ему нужны. Забирай, считай оплату за охрану. Плата. Очень щедро. Итак. Спасибо. Но я побежала. К завтрашнему дню вырежу один кол. До встречи. И она мчалась вдаль. Странно одетая девочка с огромной сумкой, с которой торчали деревянные брусья. Шляп-шляп. И снова дома. Один. И вновь с коридора доносятся звуки. Вопрос. Почему 10-классник один? Кап-кап. Что-то стекает на пол. Кровь. А может, это белое, тягучее. Например, йогурт. Пересилив себя, я выдвигаюсь навстречу. От моего прикосновения оно должно исчезнуть. Ведь так? Угроза затопления соседей в данный момент пугала больше, чем что-то сверхъестественное. Я как-то уже свыкся с тем, что это существовало где-то рядом. Почему-то было не так страшно. Из-под двери туалета сочилась жижа. Вот, значит, где она нашла водную поверхность. Я резко открыл дверь. Нет, это лучше, подожди. Ой. Бровка H. Опять из полного экрана выходить. Классно. Ну а что? Нужно будет обложку стриму сделать. Отстань. Опять ножницы. Это... Так, создать. Все. Так, это сахар. Сохранить как?
Добавь как снимет. Потом разберемся. Так. Спасибо. Skip снова. Настройки полный. Вернуться. Так. В унитазе сидела она. С волос стекала вода. А из-под них слышалось сопение. Ну, согласись, мило. Увидев меня или заметив мое присутствие, она словно обрадовалась. Ты! Она радостно протянула руки навстречу. Она ж пропадет. Я нерешительно протянул руку в ответ и коснулся ее. Рука была холодной и мокрой, в смысле. Запоздало я понял, что так быть не должно, она же не может ко мне притронуться. Или это была моя ошибка? Но холодные пальцы уже ползли по моим запястьям, поднимаясь под ним все выше и выше. Слушай, а я не сохранялся, да? А, хрен с ним. Болотница радостно мычала что-то. А мне снилось от этого не страшно, а грустно. Она напоминала маленького ребенка, который просто хотел тепла. Я аккуратно сжал ее пальцы, и она с тихим вздохом исчезла, оставив на моих ладонях полосы ила. Чё? Прибравшись, я решил написать Айрис. Твое заклинание не работает. Оно коснулось. Она. Ответ не заставил себя ждать. Да? Напиши адрес, я сейчас же приеду. Лишь после того, как я отправил ей сообщение с адресом, меня вновь посетила рациональная мысль. У тебя таких в голове не бывает. Ты либо делаешь просто то, что тебе говорят, либо всякий бред рассуждаешь. Какая-то девочка с якобы паранормальными способностями, я ей дал свой адрес. Но вспомнить существует 100 лет, и я отогнал эти мысли. Правильно. Типа, постанова, да. Угу. Согласен, постанова. Все, монтаж, фейк. Фэк. Враки какие. Слишком сложно это подстроить. Ведь так? Ну так-то да. Арис прибежала буквально за полчаса, судя по всему, она действительно бежала. Она вся раскраснелась, а на ее одежде то тут, то там виднелись опилки. Я поймал себя на мысли, что несмотря на то, что я так неотразим и прекрасен, Арис была первой девочкой, которая сидела вот так у меня в комнате, удобно расположившись в компьютерном кресле. Вон, кстати. По-глупому спустившись, я не нашел ничего умнее, чем предложить ей чаю. А, подожди, комната, кстати, осмотреть. Слишком аккуратное что-то. А может это, кстати, оставить, а? На превью. Ну нет, нахрена. Угу. Конечно, буду. Она, ну если будет еще интереснее кадр, то поставлю. Она попивала чай, осматривая мою комнату. Значит, у нас есть два варианта. Первый, я буду жить у тебя до сих пор. Нет, давай другой. Я же не закончил. И вообще, я бы и не стала. Я приличная девушка. Второй вариант — подумать, почему заклинание не сработало. Заклинание. Нет, не дерзно. Наверное, из-за того, что ты не прочитала заклинание, а просто тыкнула в меня палкой. Ты прав, наверное. Не совсем так, но в этом есть смысл. Наверное, я недостаточно сконцентрировалась тогда. Ладно, давай еще раз попробую. Она прочла заклинание, в этот раз медленнее и тщательно проговаривая слова, легонько постукивая жезлом по мне на каждом слоге. Ну как? Ничего не изменилось. Ты откуда это знаешь? Арис выглядела расстроенной. Да не бери в голову. Раньше я тоже ничего такого не чувствовал. Знаешь, тебе что-то дают? Нравится? Нет. Я ничего не почувствовал. Ну как, в принципе... Блин. С чем это сравнить? Блин. Не было мне такого, не знаю, с чем сравнить, отстаньте. Да? Ладно, у нас есть способ проверить. Ну или я оставлю. Да. Ни за что. А я не против. Шучу я, шучу. Что ты так заводишься? Присела на кровать и похлопала рядом с собой. Нет, она оккупировала дом, отстаньте. Надо съезжать. Ложись в голове, снова всплыла мысль, что все это постановка.
Они проникли в мою квартиру, чтобы все это устроить. Конечно, конечно. Или нет, все проще. Это глицилинные препараты, точно. Ну или мне остается проверить, что все это происходит наяву. Она приходит, когда ты ближе всего к миру Нави. Сильно расслаблен и лучше спишь. Да, похоже на то. Поэтому устраивайся поудобнее, а я буду охранять тебя. Меня ж забанят. Поэтому да. А, не плевать. Что? Да. Колыбельный. А мне споют? Я опустился на кровать, расположив свою голову на коленях Айрис. Она что-то пикнула, но ничего не сказала. Мягко и приятно пахло. Кстати, я закрыл глаза, и тут же на меня начала наваливаться дрема. Над нами колокольчики звенят, потусторонний мир сопровождая. Не бойся, что тут нет пути назад. Я стану тем, кто путь укажет к краю. Айрис тихо пела колыбельную, аккомпанируя себе жезлом, на котором едва слышно позвякивали бубенчики. Слова были странными, но почему-то меня это не тревожило, а наоборот успокаивало и нагоняло сонливость. Кап, кап, шлеп. Удар. Я думаю, ему жопа. Но он был вовсе не по мне. Я резко открыл глаза и поднялся. Хай. Айрис лежала на полу, поджав к животу ноги. Она стояла посреди комнаты, но больше ничего не предпринимала. Айрис. Она поднялась, слегка пошатываясь, потом резко прыгнула прямо на балуйницу. Ля, все, нашел. Жалко, что это очень долго. Не надо не закрывать. Наверх нужно. Классно. Так, ножницы. Создать. Ой, дурак. Отстань. Подожди. Отмена. Все так. Вернуться. Создать. Второй раз. Где аж? Пипи. Подожди. Да пипец, я скипнул. Ага. Ладно, если что, я после стрима. Потому что... Нет, это... Подожди, это лучше. О, все. Все работает. Все вот так. Сохранить как? 32, мне плевать. Все. Это escape, стройки. Да. Все. Так. И стукнул жезлом прямо по лбу. Как правильно. Монстр удивленно выдохнул УВ и рассыпался миллионом маленьких капелек, залив весь пол в комнате. Я вздохнул и отправился за шваброй. Ты как, сильно ушиблась? В порядке. Вот как-то раз я изгоняла шишигу, потом 2 недели лежала вся в синяках и ушибах. Закончив с уборкой, мы расселись прямо на полу. Польза от моей преследовательницы явно была, таким чистым полом в моей квартире давно не был. Самое главное, что заклинание сработало, она попыталась к тебе сунуться, но тут же руки отдернула. Что ж ты на себя не наложила? Ничего. Что ж ты на себя ничего? Все, короче, вы поняли. Не выйдет. Такая вот таинственная сила может лишь во благо других использоваться. Понятно?
Арис поднялась и засобиралась. Уже вечер. Мне хотелось чем-то отплатить этой храброй маленькой экзорцистке нечисти. Я вызвал ее проводить до остановки. По пути мы больше молчали, но мне почему-то очень хотелось поговорить еще о чем-нибудь. Пусть даже о шишигах или кимрах, да хоть и бабе Яге. Слушай, а тебе совсем не страшно? Не, ведь с таким объяснением мира, наоборот, страх уходит. Это неизвестно, а боишься, когда все понятно, откуда что происходит и что сделать может. Это как гром. Раньше люди его боялись, а теперь все знают, что это не гнев богов, а просто... Хотя что это? Ну, когда молния бьет, звук же. Очень понятно. Не, ну это понятно. Забавно, что даже не зная точного объяснения, но примерно принимая это как данность, я совсем уже ничего не боюсь. Ну, то есть мне было достаточно чужого мнения на этот счет. После того, как ты про Нафьяфер сказала, мне тоже стало не так страшно. Тебе все же им плевать. И на учебу, и на... Знаешь, я все поблагодарить тебя хотел. За что? Моя обязанность. Какой с этого профит? Но польза тебе какая? Ты с этого что-то получаешь? Хорошее настроение? Нет, совсем. Нет у нас никаких организаций, никто мне за это не платит. Да и за победу над нечистью я не качаю уровни или там какие-нибудь камни силы получаю. В этом нет никакого смысла. Так зачем? Просто знаю, что ты можешь помочь. Ты бы сидел и смотрел, как они убивают людей. Я вот не могу. Я промолчал. А что бы сделал я? Я же теперь знаю. Спасибо. Угу. Ладно, завтра. Все, и закончил стрим. Арис помахала мне рукой и забралась в подъехавший автобус. Свидание. Ночью никто не приходил. Не так-то даже стало обидно за это, от этого. Глупо, конечно, но я как будто уже привык. Наступила суббота, день неучебный, поэтому мы договорились встретиться с Айрис в парке. Придя на условное место, я заметил Айрис. Она сидела на железной ограде и теребила рукав своего платья. Йо. Реально, уберите его нахрен. Привет. Куда идем? Какие планы? Арис достал из смешного рюкзака осиновый кол. Настоящий, местами он был вырезан не очень аккуратно, но острие было достаточно хорошо проработано. Вот, будем этим убивать. Она протянула мне сложный платок, извлеченный из этой же сумки. Вот это пожуй. Вдруг, в смысле, оно тоже должно помочь. Я развернул тряпицу, на ней лежал несколько почищенных толек чеснока и маленький кусочек ржаного хлеба. Как дыхнешь, там живой человек просто отойдет от тебя. Такой, ну нахрен, воняешь. А чё я? А я живу, воняю. Знаешь, я не очень голоден, обойдемся как-нибудь. Я положил угощение в карман. Идем. Вскоре мы пришли к мосту, точнее под него. Хорошее место, чтобы пропасть. Под ним текла речка, которая представляла из себя небольшой ручей. Рядом располагалась промзона, поэтому никого поблизости не было. И что мы будем делать? Ну, ты пропадешь. Мы выманим ее сюда, потом поймаем в ловушку, а затем я ее убью. После этого ты сможешь жить как раньше, не думая ни о чем паранормальном. Звучит неплохо. Меня беспокоило кое-что. То, с какой легкостью Арис принимала мысли об убийстве болотницы. Я понимал, что это существо монстр, я понимал, что она может убить меня, но все равно испытывал какое-то сожаление. Арис тем временем чертила, можно заканчивать, какие-то знаки прямо на земле. Обычным способом нам ее не сдержать, поэтому вот. Она кивнула на знаки. Это заклинания по типу тех, что я накладываю на тебя, только желания в них другие. Ты встанешь сюда, попытаешься расслабиться. Как она появится, не убегай. Стой тут. Если отойдешь, то ничего не получится. Затем надо вогнать кол ей прямо в грудь.
Для этого я дам ей немного своей физической сущности, иначе с ней не получится взаимодействовать. Если ничего не выйдет, если она не остановится, беги. Мое заклинание охраны на тебя не будет действовать, а после получения физического воплощения, даже малейшего, ей ничего не стоит тебя утащить. Ну, то есть, риск максимальный. Как ладно, не буду. Арис еще несколько раз прикоснулся к значкам своим жезлом, тихонько бормоча себе под нос Сакуры. Затем она выпрямилась и глубоко вздохнула, размяла плечи, взяв в одну руку кол, а в другую палочку, пару раз сделала ими выпады. Выглядело все это комично, наверное, случайный прохожий мог бы подумать, что мы тут играем в какую-то игру, но зрителей у нашего представления не было. Тикток снимают. Ну, вы же зумеры. Да. Поехали. Заводи Григорий. Ага. Угу. Я встал на обозначенное место и закрыл глаза. Расслабиться, расслабиться. Донесшийся всплеск заставил меня открыть глаза. Хай. В 30 метрах от меня стояло оно. Ну согласись, милый. Уж какие. Арис, словно спрятавшись, стояла за моей спиной, ожидая, когда болотница приблизится. Шаг. Еще один. А глаза какие, уф. Сперва существо словно не понимало, что оно здесь делает, затем, будто почуяв мой запах, она обернулась в мою сторону. С радостным мычанием она кинулась ко мне, спотыкаясь и путаясь в своих лохмотьях. И вот она уже прямо передо мной, не такая страшная, как раньше. Она вызывала у меня жалость. Обездвиженная заклинанием, она стояла, смотря на меня из-под лобья. Был же другой способ. Почему мы должны это делать? Арис выскочила из моей спины и кинулась на болотницу. Приложив ладонь к ее лицу, Арис зажмурилась, будто испытывала боль. Болотница ошарашенно стояла на месте. Нам точно надо поступать так. Выбор. А все-таки типа убить ее или нет? Смотрите. В принципе, если бы это был красивый сюжет, то нет. Хотя, возможно, это он и есть, но не хочу. Рисковать, так сказать. А чё мне... Для начала я рванул в сторону реки, откуда и появилась болотница. Промочив кроссовки, я замедлился лишь на противоположном берегу. Позади послышался крик Арис, но я не смог заставить себя повернуться. Я боялся остановиться, сил бежать не было, но и стоять было нельзя. Шлеп. Мои ноги словно увязли в грязи, каждый шаг давался сложнее. Шлеп. Что-то приближалось сзади. Я знал, что это. Земля под ногами превращалась в трясину, заставляя прикладывать все больше усилий для каждого шага. С противным чпоканьем кроссовок сорвалось. Что? С противным чпоканьем кроссовок сорвалось с моей ноги, заснул в грязь, а я полетел на землю. Все. Ну, собственно, я знал. Я знал, что тут не будет такой типа красивой истории, то что ты убежишь, и это образумится и не станет тебя. Нет, такого не будет. Затем Арис столкнула монстра на землю, но тот не растерялся и схватил девочку за руку, увлекая за собой. Из руки девочки выпал осиновый кол, и по предплечью Арис заструилась кровь. Рваная рана, оставленная когтями монстра, окрасила одеяние жрицы в алый. Охренеть. Показывать не буду. Двинув жезлом прямо в лоб болотницы, Арис отпрыгнула на безопасное расстояние. Беги! Я не сразу понял, что она это мне. Понятно. Попробуем, так сказать, все. Бежать к Арис, бежать куда подальше, кинуться к оружию. Как говорится, Тингана. Лучше оружия нет, но хотя бы так, хотя бы кол. Я бросился к осиному колу. Болотница кинулась ко мне. Бам!
Но я успел, выставил перед собой деревяшку, монстр отпрыгнул и насадился на нее сам. Оружие прошло сквозь ее плоть почти без сопротивления, что казалось странным. Я взглянул на болотницу. Я видел ее глаза грустные, полные удивления. В мгновение она превратилась в столб капель, который с шумом осыпался на землю. Придя Арис в порядок, мы распрощались, и каждый пошел к себе. Больше не было причин встречаться. Я возвращался к своей обычной жизни, она к своей необычной. Что я знал про нее? Отважная воительница со злом, а что еще? Можно ли спокойно жить, зная, что ты можешь спасти жизнь, и не сделал этого? Достаточно ли силы такой маленькой девочки, чтобы справляться со всем самой? Нет, она пострадала тогда, пострадает и в будущем. Я решил написать ей сообщение. Я хочу дать ей платок, может, встретимся? Я что-то уже... Да. Она ответила согласием. Добренько. И вновь я стою здесь, в город школы, и жду девушку. Ну, я говорил, типичный. Странно одетую, но очаровательно милую. Чё это? Винкс, только вместе мы сильны. Подожди. Это прям... Подожди. Тут много будет для двоих. Так, а теперь, подожди, escape, настройки, а там все еще идет у нас конный. Вернуться. Чё ты? Что? Что? Вот. Файл сохранить как. Все. Наверное, больше не будет. Пока вообще уже плевать на это. Полный экран, не полный экран. Все, да. И давайте последнюю посмотрим, потому что, это мы поняли, что да. Многие не слушались, но я пересел сюда и побежал. Если кто-то не мог помочь мне, это Айрис, поэтому я побежал в ее сторону. Не замедляя хода, я подхватил ее легкое тельце под мышку. Спаситель. Она была легкой, как та девушка. Я помчался в сторону спальных районов, откуда мы с ней пришли. Монстр не гнался за нами. Я остановился и плюхнулся на скамейку. Мы с тобой дураки. Дайте ей свои силы. Очень умная идея. Восклицательный знак, типа сарказм. Арис, казалось, сейчас заплачет. Да ладно, живы остались. Уже хорошо. Покажи руку. Она протянула мне руку, глубокие царапины. Скорее содранная кожа. Не царапины. Но не разорванное мясо. И тут я захожу в аптеку. Не надо, у меня есть с собой аптечка. Она кинула на рюкзак, который валялся у ее ног. Достанешь? Не хочу пачкать. Я открыл сумку, ожидая увидеть там что-то необычное, но ничего кроме аптечки в ней не было. Я щедро полил ее рану перекисью, наложил мазь, а затем неумело перевязал бинтом. Арис словно не волновала боль, она стояла с каким-то отрешенным видом. Ты как? Она подняла меня в глаза. Сил почти нет, даже не охранное заклинание. Если она придет. Раз за нами погнались, значит ты ей хорошенько своей палкой врезала. Да, но через какое-то время она может напасть снова. Слушай, ты же говорила, что есть другой способ. Почему мы вообще решили, что сразиться с болотницей хорошая идея? Арис пошатнулась.
Я подхватил ее под руки и посадил рядом с собой. Извини, совсем сил нет. Можно просить тебя об одолжении? Да. Закрой глаза. Открой рот. Я все, я что-то заговариваюсь. Безоговорочно послушал ее. Что-то мягкое и теплое коснулось моих губ. Открыв глаза, я увидел, как Айрис улыбается. Она вложила немного твоей силы. Я покраснел, это точно так работает. Естественно, ты что, сомневаешься? Пошли, завершим это. Она поднялась на ноги и потянулась, надела рюкзак и, не оборачиваясь, пошла к тому месту, откуда мы только что убежали. Ой. На берегу сидела маленькая девочка с черными волосами и плакала. Она же совсем ребенок. Айрис, непонимающе, уставилась на меня. В смысле? Ты что, не видишь это? Айрис замотала головой. Куча лохмотьев, тонкое костлявое тело, и все покрыто черными волосами. Она не нападает на нас только потому, что еще и не учуяла. Айрис подобрала осиновый кол и двинулась к существу. Погоди, я один схожу. Смерть, понятно, вычеркиваем. Я снял ее и пошел прямо к утопленнице. Действительно, самая обычная маленькая девочка. Я осторожно, чтобы не пугать ее, приблизился и коснулся ее волос. Она вздрогнула и увидела меня, радостно замычала. Обхватила мои ладони своими скользкими пальцами, и я обнял ее. Вот я к этой концовке хотел идти, но перебрал перед этим все остальные. Смотри, она же совсем не страшна. Нет, на обложку не пойдет. Я отвел волосы с ее лба. Но вот еще чуть-чуть. Глаза у нее были как у рыбы, прозрачными, серыми. Это пугало, но было не омерзительным, скорее необычным. Айрис, осторожно оставив на нас жезл, приблизилась. Затем протянула руку. Я аккуратно потрогала малышку за щеку. Она не утаскивает тебя. Похоже на то. Я поднялся, взял Мавку за руку и пошел домой. Еще лучше. Так, вот тут, наверное, будет прям точно будет. Обложка на видео. Превью. Ну нет. Слишком мало. О, есть возможность. Ну, короче, ладно, заново посмотрим. Кнопка на escape, рука на escape уже, все. Естественно, так нельзя делать. К сожалению, долго и счастливо. Может, ну... Короче. Ну вас, я обиделся. Чтоб делала твое добро, если б не стало зла. Все создал мудро ваш Отец Небесный. Иди в народ, живи, резвись, веселись пола. Отшельникам сегодня в этом мире нету места. Монах поднял над головой свой ржавый крест, но в образе монаха проявился бес. Неутомительно бродяга хохотал. Таких отшельников я уйму повидал. Одна молитва, а вот дел на кулькин нос. И я хочу сейчас тебя заверить, что в этот мир я для того зло принес, чтоб каждый научился жить.
чтоб каждый научился верить. この胸の切なさ溶かすように降る太陽Когда некто на базар пришел самой первой лавки подошел. Эй, продавец, ну-ка, думай быстрей, какую выбрать одежду мне в лавке твоей. Я по характеру злой, мое стремление власть, во мне горячая кровь, во мне свирепая страсть. Я хочу, чтоб весь облик мой все меня обходили стороной, чтобы сразу понимали, кто я в душе такой. Торговец понял, дело непростое, чтобы это предложить такое. Я бы не хотел тебе, приятеля, видеть, но такого, как ты, там еще вовсе не видеть. Я, кажется, знаю, что тебе подойдет твой горячий характер, каждый сразу война. И старинный он сундук открыл, вынул шапку и проговорил. В свое время сам великий Карл ее носил. Да что надо? Злодей заулыбался новой шапкой, очень восхищался. Шел он домой, воображал и гордился. Перед зеркалом в спальне он весь вечер крутился. Но когда снял он шапку, не случилась Там беда. конкретно. Вместе с шапкой снялась и Конкретно его можно голова. закрыть кофе. Я хочу, чтоб ты облик мой все меня обходи стороной. Игра хорошая, такая миленькая, добренькая. Да. Но не хор, вообще никак. Вообще не хор. Угу. Сколько там? 1,5 часа, ни хрена себе. Ошибались, причиняя боль. Время тихо забирало тех, кто был со мной. Я не тот, кем меня знают, я совсем не тот. Вкусом крови наслаждаюсь, что в тебе течет. Нет мне места в этой жизни быть среди людей. Пусть судьба со мной играет, но я чаще с ней. Сотни лет живет Ну, в общем, это все. мой великий дар, оставляя лишь на шеях незаметный шрам. В общем-то, реально все. Тугая маска на лице моем натянута свой. Я не хочу ее снимать, она теперь всегда со мной. Не полюбила никогда то, что увидела во мне. Я в ней останусь навсегда, так будет лучше всем, поверь. Соверши одну ошибку, вечно мне платить. За любовь к тебе расплата муками грозит. Вместе с ароматом крови я впитал любовь. 23:26. О, идеально. Потому что мне завтра в 7 вставать. Осуждаю, но на канал зайду. Колокольчик. Тизер. Тизер я не смотрел. Сладенький. Ост. Создание. Булин Магуайр. Манга «Зайчик в синей бане». Да, она у меня есть. Они выпустили новую обложку, по-моему, перестали выпускать с этой. Я рад, что я с этого взял, потому что она более красивая, что с черепом.
роза. В общем-то, все, правильно. Что еще? Я срываю свою маску, Да ничего. тусклый гаснет свет. В темноте мой смех раздался. Я убью вас всех. Тугая